Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Андреевич Пиантковский со мной прямо сейчас на связи. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, Александр. Андрей Андреевич, начать наш разговор сегодняшний я бы хотел с метаний Путина. Метаний в каком смысле? В информационном прежде всего. Здесь то информация пошла, что будет обращение к парламенту, к федеральному собранию, то ее Песков снова берет и опровергает. Злые языки начинают говорить, что Путин не назначает время и место, потому что боится и чуть ли не за свою безопасность. Как вы смотрите на вот эту скрытность Путина последних дней? Ну, я думаю, что, да, он, конечно, помешан на собственной безопасности, и там с ближайшими сотрудниками сидит за столом 200 метров. Этих так называемых матерей, якобы погибших солдат, держали в карантине там 2 недели, прежде чем с ним встретиться. Но я думаю, что причина отмены его таких ритуальных ежегодных мероприятий, она другая. Но ему просто абсолютно нечего сказать. Он потерял примерно уже 100 тысяч своих солдат и проигрывает войну, которая начала неизвестно зачем, цели которой каждый день меняются в его выступлениях. Нечего ему сказать своему глубинному народу, да и своему ближайшему окружению в бункере. Но в качестве самого большого метания, как вы сказали, Путина, я бы отметил его вновь возвращение к ядерному шантажу. Ведь ему объяснили, это было 2 октября, я помню прекрасно, это было воскресенье в Соединенных Штатах, в прайм-тайм выступили 2 высокопоставленных сотрудника Белого дома, Блинкен и Салливан. Не случайно, между прочим, потому что мы привыкли, что они представляют несколько разные подходы. Блинкен более четко проукраинский, а Салливан более осторожный. Но, видимо, Белый дом послал их обоих, чтобы у Кремля не было никаких сомнений в единстве, жесткости позиции Белого дома по вопросу ядерного шантажа. И оба они сообщили американскому народу, что они вот только что побеседовали с своими российскими counterpart'ами и объяснили им, какие последствия ждут России в случае преступного использования ядерного оружия в Украине. Последствия ждут они, да, это уже стало мемом. Салливан сказал catastrophic последствия, а Блинкен horrific. Этим они ограничились, не входили в детали, но после этого был целый ряд выступлений отставных генералов, которые не связаны были с служебным положением, и подробно объяснили, что в этом случае НАТО нанесет огневой удар своей территории и по российскому, Черноморскому флоту, который будет очень быстро уничтожен, так и, если это понадобится, и по российской группировке. А что касается лично Путина, о последствиях которого тоже говорили Блинкен и Салливан, то его просто убьют. Вот так нам сказал генерал Петраеус, и так нам сказал генерал Бен Hodge. И вы знаете, произвело впечатление. Со 2 октября эта ядерная риторика прекратилась. Пошел, значит, такой нарратив. Да что вы, как вы могли подумать, ядерная война невозможна, в ней не может быть победителя. А кроме того, добавляли российские пропагандисты, нам и не нужно ядерное оружие, мы эту Украину превратим в каменный век с помощью атак конвенционального оружия на ее жизненную инфраструктуру. И начали это атаки 10 октября. Ну, вот сейчас выяснилось, что эта карта бита. Потому что, во-первых, была уверенность в Москве, что эти, как тот же Песков сказал, страдания украинского народа, помните его знаменитую фразу, украинские власти могут легко прекратить страдания украинского народа, если согласятся на разумные требования России. Они рассчитывали, что это вызовет возмущение, требования от своего правительства, ну, хоть о чем-нибудь договоритесь с русскими, идите на уступки и так далее. Но они абсолютно не понимают, вот уже сколько лет, они не понимают абсолютно украинский народ, отношение к России только
случилось. Ну, а кроме того, мы видим по последним результатам, что повысилась эффективность украинских ПВО, и, в общем, кончаются, видимо, у них точные ракеты. И вот в отчаянии он снова забормотал что-то про ядерное оружие. Но это уже выглядит как совершенно жалкое блеяние. Когда-то какое-то время он пугал этим Запад. Надо сказать, ядерный шантаж 15 лет у него работал. Почему Украину не приняли НАТО и Грузию в 2008 году? Еще не было никакой адекватной реакции на войну в Грузии, на аннексию Крыма. Да вот давайте не провоцировать Путина, черт его знает, может быть, он ядерной бомбой бахнет. Ну вот, снова, а сейчас это вызывает уже смех. Ну что, тысячный раз я повторяю все-таки, повторю для слушателей. Мы с вами неоднократно этим беседовали. Я еще до этих предупреждений Запада всегда говорил, что считаю крайне маловероятным использование Путина по 3 причинам. Первое, это не решает никакой военной цели. Завтра он ударит, предположим, уничтожит какой-то украинский город. Что? Украина сдастся, перестанет сопротивляться, Запад перестанет помогать. Второе, за это его просто убьют, теперь уже это точно известно. А третье, предположим, что он шахид, он готов там идти на смерть, он по своей формуле, они просто сдохнут там и мрак. Хотя какой он к черту шахид, когда мы знаем из надежных источников, что прорабатывается план Ноев ковчег о эвакуации Путина со всеми его богатствами не то в Китай, не то в СССР. Так и третья причина, что у него нет ядерной кнопки на столе. Для этого приведение в действие ядерного сложнейшая процедура включает действие там минимум 2 десятков офицеров, и они не могут сойти с ума одновременно. Короче, это пустой шантаж, на который уже никто не реагирует. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, в контексте отношений России и США, в конце прошлой недели очень все конспирологически смотрели на встречу в Стамбуле. И вот сегодня Рябков, да, из Министерства иностранных дел, пролил свет на эти контакты по второстепенным вопросам. Очень дипломатичным языком он фактически сказал, что американцы, россиян, да, они встретились, но они их послали. Напряженная беседа, малоконструктивная, о чем никто не говорит, но общий фон, такой, какой он есть. Скажите, пожалуйста, вот все эти гуляющие разные версии, что американцы вот уже обо всем договорились с Кремлем, они ведь разбиваются вот об официальные, вот такие комментарии Рябкова. Штаты будут дожимать режим? У меня для этого есть набор гораздо более авторитетных источников, чем Рябков. Это, как я понимаю, такая толстомордая харя, которая именно 15 декабря произносила «собирайте манатки и убирайтесь вон». За прошедшие 2 недели произошел целый ряд встреч на очень высоком уровне, который показал значительно ужесточающую с каждым днем позицию Запада. Первое – это встреча в Бухаресте и Берлине. Это было, по-моему, 28-29 ноября. На встрече в Бухаресте была встреча министров иностранных дел стран НАТО и с участием, между прочим, министра иностранных дел Украины Кулеба, хотя пытался противостоять участию Кулеба путинский агент Орбан, по какому-то недоразумению еще остающийся, его страна остается членом НАТО. Там прозвучали очень жесткие требования. Собственно, они звучали потом и на пресс-конференции Макрона и Байдена, и их повторил Шольц. То есть вот такая единодушная позиция Запада. Единственным способом мира в Украине является полный вывод российских войск с территории Украины. На сегодня Путин к этому не готов, поэтому нам не о чем с ним разговаривать. Но как только Путин будет готов принять это условие, мы, НАТО, Минск, советовавшись с Украиной, готовы сесть с ним за стол переговоров.
Вот такая точка зрения была сформулирована. Очень важное заявление, оно принципиально важно для Украины, для всего мира, сделал генсек НАТО Столтенберг во время встречи в Бухаресте. И мы же, помните, я вот в частности весь декабрь, январь, февраль цитировал и возмущался его заявлениями. На каждой пресс-конференции он говорил, он перечислял то, что мы не будем делать. Наши солдаты не будут в Украине. No fly zone, мы не будем. Самое главное для нас избежать эскалации, избежать столкновения НАТО и вооруженных сил России. Ну, это крайне ошибочная была риторика. Она, ну, не будет, мы и так знали, что не будут сражаться. Но зачем это повторять, толкая, собственно, Путина? Кстати, вот в свете этих знаменитых высказываний последних 2 недель, историческая речь, это еще раньше было, это еще в октябре, историческая речь Штенмайера, который, Штенмайер, эта фамилия хорошо известна в Украине, формула Штенмайера, это символ как бы угодничества перед Западом. Так вот этот человек произнес речь, в которой он покаялся за годы политики Путин-Ферштейн, проводимой немецким политическим классом. Вот вы все заметили очень резкое смена настроений в немецком политиками. Так вот, этот самый Столтенберг, который тоже был скорее таким символом осторожности, он заявил следующее, когда его спросили на пресс-конференции, а как же так, вот не приходится, не кажется вам, что приходится Западу платить большую цену за войну в Украине? Мы платим и инфляцией, и проблемами с энергоносителями. Он сказал замечательные слова, которые мы все от него ждали очень долго, как от всех лидеров Запада. Да, мы платим деньгами, но украинцы платят кровью. И если Украина не устоит и Путин преуспеет, тогда мы на Западе будем платить эту высокую цену. Поэтому мы поддерживая Украину, мы защищаем свою собственную безопасность. Вот, наконец, эта мысль, мне кажется, она достаточно глубоко уже проникла в западное сознание, и, собственно, эти мотивы повторялись все эти 2 недели. Кстати, там же Столтенберг сказал, что после победы Украины, кстати, слово «победа» стало так проходить как фоном в выступлениях как западных лидеров, как нечто само собой разумеющееся. После победы Украина будет принята в НАТО, и, собственно, это будет, отвечая на вопрос, а в чем будет гарантия безопасности Украины после войны? Вот. Опять же, пресс-конференция Макрона и Байдена, на которой Макрон не очень охотно, но вынужден был повторить ту же самую формулу, которую я привел. Ну, потом он что-то заговорил, там какие-то гарантии безопасности России. Ну, Франция всегда останется Францией. Она будет как-то стараться показать свои особые отношения к Кремлю. Это она 80 лет этим занимается после Второй мировой. Ну, на это не стоит уже обращать внимание. Не они решают вопросы мировой политики. Ну, поставляют какие-то цезари, и слава богу. Основная тенденция совсем другая. То есть вы так пробрасываете этот вопрос о гарантиях безопасности Российской Федерации, уважаете его, ну, Да, считаете его... болтнул дурачок, что с него взять. Такое же отношение к этой тезису Макрона и на Западе. Ну, он там через день уже его как бы от него отошел, а потом, ну, Франция есть Франция, все, давайте примем ее такой, как есть. Спаршивые овцы, шерсти кровок, несколько цезарей. Вот, и, наконец, вчера вечером, и помните, вот на этой встрече 12 октября Большой Семеркой, через 2 дня после начала этой кампании в уничтожении украинской инфраструктуры, я назвал его первой встречей Большой Восьмерки. Она превратилась в встречу Большой Восьмерки. Собственно, это было селекторным совещанием Зеленского с Большой Семеркой. И вчера это повторилось.
Вот эта моя метафора, она стала реальностью. Теперь встречается не большая семерка, а большая восьмерка. Вот это вчера была такая встреча, и после нее снова были подтверждены те же самые тезисы, что прозвучали тогда 12. Во-первых, Путин военный преступник, он будет привлечен к ответственности, и Россия будет расплачиваться репарациями за совершенной им агрессии. Это там триллионы долларов будет считать, конечно. Вот. Андрей Так, Андреевич, да. да, я хотел вот сюда, пока мы далеко не ушли, вот, человеке, который проводил это селекторное совещание, интервью Netflix вышло на станции метро Майдан Независимости Владимира Зеленского, и там он очень предстал в таком интересном свете путиноведа. Зеленский уверен, что Путин хочет и любит жить, а его смерть, собственно, все разрешит. Весь конфликт, война остановится сразу же. Как вы отнеслись к появлению Зеленского на Netflix? И самое главное, почему Зеленский заговорил о смерти Путина? Ну, во-первых, Зеленский повторил тезис, который мы с вами уже год в каждой передаче с разных углов обсасываем. Можно сказать, что Путин не шахид, и весь его ядерный шантаж — это изображение сумасшедшего для того, чтобы получить какие-то политические уступки. Ну и о том, что Путина-то вообще бы следовало убить, по-моему, это естественная реакция после того, как он вернулся к ядерному шантажу. Мы же только с вами как бы уже прошли этот вопрос. И мы 2 октября объяснили, что в случае использования ядерного оружия его убьют. И казалось нам до самого последнего времени, что он понял: нет, я не буду. Загнанный совершенно в угол, когда не сработала его последняя карта, на которую он надеялся, вот это уничтожение украинского, он снова вернулся. Собственно, не только использование ядерного оружия, но угроза, вот ядерный шантаж является преступлением. Ну, я согласен с господином Зеленским, Путин по совокупности его военных преступлений, кстати, зафиксированных еще раз вчера на Большой Восьмерке, это легитимная цель в идущей войне между Ну, Зеленский Украиной и говорит не Россией. убить, а там природная смерть, несчастный случай. Вот так говорит Зеленский. Ну, какая разница? Нет Путина, нет проблемы. Э, Хм. Кстати, это действительно, собственно, это подсказка путинскому окружению. Вот мы сейчас очень позитивно оценили с вами последнее ужесточение политической позиции Запада. Но Запад вынес приговор Путину, но мы все видим, что он медлит с исполнением приговора. Что будет исполнением приговора? Исполнением приговора будет тот пакет вооружений. Собственно, ничего в нем особенно выдающегося нету. Ну, там, я не знаю, там сотня танков «Леопард», это тоже обсуждается уже сейчас. Это 20 самолетов F-16, ну и там 50-60 дальнобойных ракет. То, что решит вообще, понимают все военные эксперты, включая российских, это решит исход войны в течение 2 недель. Обладая таким набором наступательных вооружений, украинская армия легко продвинется в направлении Мелитополя-Бердянск, отрезав Крым, превратив создав такой крымско-херсонский котел, что, собственно, кончит всю военную кампанию. Это все понимают. Вот я достаточно подробно смотрю российские информационные каналы, ну, тех людей, которые меня интересуют как индикаторы. Там это, ну, тот же самый Ходорёнок, которого мы часто цитируем. Надо отдать должное мужеству этого человека. Он 3 февраля, я напомню, напечатал статью «Прогнозы кровожадных политологов», в котором по пунктам разобрал будущую военную операцию, которую Путин начал 24 февраля и показал, к чему он приведет. Ну, вот он тоже, полемизируя с уже известной всей Украине Скобеевой, сказал,
повторю ту же фразу, которую я уже сегодня несколько раз озвучил, что когда Скобеева начала песнь, что у американцев кончается оружие, он сказал: да ни хрена у них не кончается. Если бы американцы захотели, они бы закончили конфликт в самые кратчайшие сроки. Я уточняю, эти самые кратчайшие сроки в течение 2-3 недель. Вот, они медлят. И мне кажется, это тоже сигнал кремлевским окружению Путина. Американцы предпочли бы добровольный. Вот не случайно же вот это предложение. Мы готовы вести переговоры, но при выполнении условия вывода войск из Украины. Ясно, что Путин на это сам не пойдет. Это предложение российским элитам. Вот, решайте с этим человеком. Ну и в русле этих же предложений и вчерашнее заявление, не вчерашнее, а заявление и Зеленского. Мы же видим, что большая восьмерка сейчас работает синхронно. Убирайте Путина, и если вы добровольно уйдете, мы, собственно, американцы, они это не скрывают, мы заинтересованы, чтобы вы оставались у власти. После путинской России, если вы уйдете к чертовой матери с Украины. Они действительно заинтересованы. Вот одна из причин, почему они придерживают вот этот последний пакет вооружений, который вызовет, конечно, обвальное поражение российских войск и решит судьбу не только Путина, а обвалится вся система власти. И я сейчас не от себя говорю, я интерпретирую американскую позицию. Они опасаются, так же, как, помните, Буш в 91 году кричал в Верховном Совете Украины: ни в коем случае не объявляйте независимость. Они боятся, что это вызовет во власти русскую смуту, гражданскую войну там уже, на территории России, после того, как Украина восстановит территориальную целостность. Но Украине, в общем-то, я думаю, сейчас наплевать, что там будет с русскими, но Запад немножко волнуется, что на этой громадной территории развернется гражданская война. Тем больше уже есть, уже не 2, уже 4 частных армии есть. Уже не только Кадырова и Пригожин, уже армия Рогозина и какого-то Саркисяна. Вот. Поэтому они предпочли бы добровольный уход и сохранение на некоторое время вот той власти, которая избавится лично от Путина. Явные сигналы такие сейчас посылаются в Москву. Ну, мне кажется, что необходима демонстрация еще одного крупного военного успеха Украины для того, чтобы вот этот сценарий стал реальностью. Но взятие того же Мелитополя вот как раз обрушит эту систему. Я думаю, что этот вопрос будет решаться в течение ближайших недель. Америка предпочла бы добровольный выход российских войск с территории Украины, но бесконечно ждать она не будет. Вы знаете, наш сбой благодаря военным усилиям России в нашей программе способствовал, очень актуальным оказался. Буквально минуту назад все ленты новостей захлестнуло сообщение CNN, что американцы завершают разработку планов по отправке систем противоракетной обороны «Патриот» на Украину. Это важный принципиальный шаг. Ну, где Патриот, там будет и все остальное, потому что самые большие сомнения были у американцев по Патриот, ну, по 2 вопросам. Первое, так вот технически сложилось, что необходим американский персонал. Ну, не полностью, но в какой-то степени для работы на этих системах. Но поэтому вот NESM, не менее эффективные системы NESM, норвежско-американские, они, как известно, давно передаются. Ими работают украинские экипажи подготовки. Кстати, в качестве детали, вот у нас здесь в Вашингтоне меня лично и президента Байдена охраняет от российских ударов система NESM, а не Патриот. Вот. Но Патриот там
Вы же помните, длинные переговоры шли с поляками и немцами. Ну, а где Патриот, там будут решены, видимо, другие препятствия. То есть вот это предложение российским элитам уходить добровольно, оно же не бесконечно во времени, о чем напоминают американцы, в том числе и вот сегодняшней новостью о том, что он готовит отправить Патриот. Так что вот, э, сочетая сочетая и стимулы, и наказания, они готовят российскую политическую верхушку к капитуляции. Она Да, тем более, неизбежна, что понимаете, вот с точки зрения военной, вот почему так жалко и бессмысленно выглядит вот это размахивание Путина ядерной ерундой. Ну, потому что на конвенциональном уровне, ну вот они кричат, понимаете, они кричат, как пропагандисты, мы воюем со всем НАТО. Ну какого вы нахрен воюете с НАТО? Сколько у вас Хаймерсов? 26, по-моему. 26 Хаймерсов перевернули стратегическую ситуацию на фронте. Захватили Украине необратимо, позволили Украине необходимо захватить. А что будет с сотней Хаймерсов, с 200 томагавков, с десятками F-16? Москва в безнадежной совершенно ситуации. И вот это политическое кольцо давления, оно смыкается. И Зеленский прав. Очень многое сходится на одном человеке. да, Андрей Андреевич, это очень, очень важно, вот важная новость, важное событие, потому что домахался ядерной дубиной до патриотов в Украине. Это Нет, прям, вот это вызвало бешенство здесь. Вашингтон его последний. Ну, казалось бы, человек понял, ему объяснили предметным совершенно языком. Нет, он опять что-то там начал тянуть. Причем он повторяет термины, которых он не... Извините, специалист по ядерной стратегии. У меня несколько книг на эту тему опубликовано. Так вот, его набор слов там ответно-встречный, превентивный, он ничего не понимает. Единственное, обезоруживающий, да. да, разные термины совершенно он употребляет, не понимая их значения, контекста. Ему главное просто, чтобы от него исходила вот эта угроза ядерным оружием. Ну, действует это на слабые умы. Вот на днях очень многих возмутило, появилась статья Франчески Эбо. Она корреспондент Washington Post в Москве. Сидит в Москве, ну, с ней работают, естественно. Washington Post, ну, казалось бы, орган очень близкий к байденовской администрации. Так вот, там два тезиса в этой статье. Очень длинная статья. Первая она рассказывает, ну, ей рассказали соответствующие люди в Москве. Как близка, как дорога сердцу каждого русского вообще идея Крыма, всей русской литературе, от севастопольских рассказов Льва Толстого до романа Аксенова «Остров Крым». Это невозможно будет русским пережить. Это такая страшная для них будет потеря. Как же так? Ну хорошо, Украина пусть все получает, да, Украина жертва агрессии, да, но Крым нельзя в Крым. Во-первых, вот это ударит по сердцу каждого русского, а во-вторых, Путин может, прижатый в угол, использовать ядерное оружие. Вот для этого он все это болтал, для того, чтобы появлялись такие статьи. Ну, это честная такая полезная буржуазная идиотка классическая. Детально представляю, как с ней работали. С ней работали не Скобеева там с Соловьевым. С ней работали такие системные либеральчики, такие есть там на несколько фамилий я могу набросать, там Станкевич, Наумов, Макс Юсин. Они примерно говорят так, ты понимаешь, мы сами против этой войны, сами против этой войны, мы все понимаем, но нельзя Крым, вот это люди не поймут, давайте объясните, что Крым нужно оставить. Кстати, вот эта торговля, за которую русские пропагандисты хватаются, это тоже показывает, насколько у них отчаянное положение. Вот наша с вами запись оказалась исторической. Во время Да. ее передачи оказалось, что администрация Байдена преодолела, наконец, некий внутренний барьер и готовится отправлять Патриот. Поздравляю, Александр. Это наша с вами заслуга тоже.
за поздравления. Мы, конечно же, будем надеяться, что все к лучшему и, скажем так, все разрешится. Я всех призываю подписаться на канал Андрея Пьянковского. Он будет отмечен как пользователь YouTube. Пожалуйста, сделайте это. Подпишитесь на мой канал, пожалуйста, и поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий. Я финальный вопрос вам хочу задать в нашей встрече. Он про Бута. Но не про Бута, не про сам факт обмена. Там. В ЛДПР вступил. Пригожин назначил директором Вагнер-центра. Лечится в Москве. Какая, ну вот, какая судьба ждет Бута, вернувшегося в Россию? Ну, для Москвы он сейчас демонстрация каких-то успехов, побед. Это как историческая победа великого русского разведчика, который там противостоял, никого не сдал. Все он сдал, все он рассказал, что нужно было рассказать, и поэтому его отпустили. Это вот как раз показатель абсолютной растерянности. Вся эта кампания вокруг Бута, которую награждают всякими дипломами, орденами, должностями, она других-то позитивных новостей нету у кремлевских пропагандистов. Ну вот с Бутом будут. Ну, если он такой герой, вообще-то говоря, он еще в каком вполне дееспособном возрасте. А почему бы его в мобике не записать Бута и послать его вот защищать Мелитополь, например? И геройски он там погибнет, и вечной славой будет вдохновлять поколение новых российских мобиков на новые подвиги. Да. Андрей Андреевич, я благодарен вам за ваши мысли и ваше время. Спасибо большое. Надеюсь, наша следующая передача будет настолько же, так же успешна в масштабах американской военной помощи, как сегодняшняя. Да, благодарю. Друзья, берегите До себя. свидания. Всем добра и света.